Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить куриную тушенку без автоклава в духовке. Готовится такая тушенка просто, но очень выручит вас в те моменты, когда вам нужно быстро приготовить обед или ужин. Для тушенки я взяла 3 кг 200 г филе с бедрышек курицы, 32 грамма соли, душистый перец горошком, черный перец горошком, лавровый лист и куриный бульон. У меня сегодня филе куриных бедрышек, я их промыла и просушила бумажным полотенцем. Небольшое количество жира, которое есть на бедрышках, я не срезаю. Те кусочки, которые побольше, я делю на 3 части, а маленькие пополам. Можно взять целую курицу, разделать ее и удалить косточки, чтобы они не занимали лишнее место в банке, да и готовиться мясо на кости будет дольше. На каждый килограмм мяса мне нужно 10 граммов соли, это чайная ложка. В пол-литровую банку входит примерно 520-540 граммов мяса. У меня 6 баночек и 3 килограмма 200 граммов мяса. Я отмерила нужное количество соли и теперь курицу нужно посолить. Обязательно перемешиваю, чтобы соль хорошо распределилась. Если вы любите блюда из курицы, у меня на канале есть очень вкусный куриный рулет. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Банки я помыла и прожарила в духовке, хотя достаточно их просто хорошо помыть и высушить. Специи я беру по минимуму и добавлять я их буду непосредственно в банки. Кладу по 2 горошины душистого перца и по 2 горошины черного перца. И по маленькому кусочку лаврового листа. Теперь укладываю мясо довольно плотно. Сверху кладу такое же количество специй. Каждую баночку я накрываю фольгой и ставлю на противень. Так как тушенка будет кипеть, а сок будет вытекать на противень и может пригореть, я буду использовать силиконовый противень. Так весь жир будет собираться в нем и ничего не пристанет. Можете подстелить силиконовый коврик. Отправляю банки в холодную духовку. Это важно, чтобы мясо прогревалось равномерно вместе с духовкой. Включаю верхний и нижний нагрев и выставляю температуру 160 градусов. После того, как духовка прогрелась, выставляю время приготовления 3 часа. По мере того, как мясо будет готовиться и кипеть, сок будет вытекать, поэтому перед тем, как закатывать банки, я долью в них бульон. Если вы использовали целую курицу и у вас остались кости, то залейте их небольшим количеством воды и приготовьте концентрированный бульон. Я же буду использовать обрезки с крылышек, а также шею с курицы. Во время варки снимаю пенку и немного присаливаю бульон. Варю бульон не меньше 2 часов, затем процеживаю. Не забудьте подготовить крышки, их нужно обязательно простерилизовать. 3 часа прошло. Аккуратно достаю банки из духовки, а в это время довожу готовый бульон до кипения. Снимаю фольгу. Видите, часть бульона выкипела, и чтобы мясо не стало суховатым, я доливаю кипящий бульон. Накрываю крышкой и закатываю. Обратите внимание, что банки все в жиру, но так как они очень горячие, я сейчас их не вытираю, а после того, как они остынут, их можно просто помыть. Закатываю все банки, переворачиваю их на крышки, накрываю салфеткой и сверху полотенцем. В таком виде даю им полностью остыть. После чего мою банки и убираю в холодильник.
Тушенка простояла в холодильнике ночь, она застыла, бульон превратился в желе. Давайте откроем и посмотрим, что получилось. А получилась у нас вкусная домашняя тушенка. Мясо очень мягкое, ароматное. Очень важно не забивать его специями. Можно просто отварить картошку и добавить тушенку. Открыть какую-нибудь баночку с овощными заготовками, и вкусный сытный обед или ужин готов. Приятного аппетита! Хранить такую тушенку лучше в прохладном месте, либо в холодильнике. Мои любимые рецепты блюд из курицы смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.